никому не говорите, а то все раскупят и больше ничего не останется. Мне кажется, я нашла средства, которые могут понравиться всем, но это не точно. Сегодня я буду разбираться, почему же они так популярны. Тональный крем и консилер от Evelyn Wonder Match. Меня зовут Веруша, и может быть вы спросите, а почему же ты нам рассказываешь про косметику? А потому что я профессиональный визажист, и у меня есть уже большой опыт. Тональный крем Wonder Match гарантирует эффект идеальной кожи до 24 часов. Крем удивительным образом подстраивается по тону и структуру кожи, отлично скрывает недостатки без эффекта маски. Оттенок 15 Natural. А формула с гиалуроновой кислотой ухаживает за кожей и увлажняет. Консилер Wonder Match отличается легкой кремообразной текстурой, которая идеально распределяется на коже и обладает хорошим покрытием. 0,25 Light Beige. Увлажняет и питает. Здорово, когда от покупки получаешь удовольствие. В магазине «Золотое яблоко» именно так и происходит. Переходите по ссылке, которую я оставлю под этим видео, совершайте покупки и получайте удовольствие. Давайте рассмотрим дизайн. Зашла я в магазин и так удивилась. То, что я, конечно, про Evelyn говорю, что у них плохой дизайн, нет, но просто здесь уже как бы тянет как минимум на, если не люкс, то какой-то такой вот макс-фактор на минималках. Очень классный дизайн, прям, знаете, вот достойный. Я эстет, и мне нужно, чтобы все было красиво. Я же девочка, и все должно быть красивенько. Я люблю все золотое и вот это вот стильное сочетание черного с золотом. Консилер, он, конечно, полегче, а тональный крем, он тяжеленький. Матовое стекло приятнейшее. На флакончике написано Vegan Friendly. Это означает, что этот продукт дружелюбный к веганской теме. Также производитель заявляет, что у Evelyn 24 часа сатиновый эффект. Конечно, мы все это с вами проверим. И вообще надо сказать, что в тональный крем щедро положили полезные компоненты. Гиалуроновая кислота для кожи, ягоды асаи, но в составе есть алкоголь, поэтому будьте осторожны. И если у вас кожа не воспринимает, то здесь я уже на этом этапе бы отказалась от покупки. Ну а я двигаюсь дальше и приступаю к тестированию. И буду наносить сегодня я бьюти-блендером. Я что-то давненько не тестировала своим любимым яичком. О! Крышка для силачей. У флакончика дозатор. Текстура не убегает, не расплывается никуда. Здесь такой недорогой запах отдушки, но активная она. Надеюсь, что он попадет. Кстати, он очень легко распределяется без всяких разводов и очень быстро засыхает. Зону под глазами я оставляю, естественно, для консилера. Классно, он наносится так легко. И он вроде как плотная текстура мне показалась, но он оставляет живую кожу. Нет эффекта маски, нету такой плотности или слоя на коже. Есть вот это вот как раз то, что Evelyn заявляет, сатиновость. Вот я это вижу. Есть такое сияние, кожа, она подсвечивается изнутри. Это придает здоровый вид лица. Но он просто идеально распределился. И выровнял как лицо. Это без тона, а это с тоном уже. Посмотрите, какое сияние вот здесь на щечке есть. Очень классно. Но отдушка пока еще сохранилась. Сколько нужно ожидать, интересно, чтобы она испарилась. По поводу цвета. Мне на самом деле нравится, когда тон немного темнее, но я пока сейчас сама такая светленькая. И мне кажется, он хорошо подходит. Здесь осталась эта структура кожи, я вижу. Да, краснота, что важно. Давайте посмотрим, как он закроет мои вот эти вот точки. Один слой не закрыл. Второй слой закрыл, но не очень тоже хорошо. Но точнее лучше стало, но замазал он все равно не идеально. Поэтому можно сделать сразу вывод, что тональный крем, я уже даже вижу вот просто что у меня все сохранилось, да, структуру кожи, что он не очень плотный. Поэтому возлагать надежды на то, что он что-то там закроет очень сильно, не стоит. И вот эта вот матовость, да, ей присутствует. Ну, классно, классно, мне нравится. Нету лишнего блеска. Так, нанесу-ка я еще на вторую зону. У меня в голове несопоставима цена и то, что я вижу сейчас. Все, нанесла, рассказала, что увидела, поэтому ожидаем, а я приступаю к тестированию консилера.
такой же флакончик, как у тонального крема. И здесь тоже написано, что сатиновый финиш 24. Вот для тонального крема сатиновый финиш это здорово. А вот для консилера посмотрим. Тоже гиалуроновая кислота и тоже компоненты, которые будут ухаживать за кожей под глазами. Так, ну оттенок Light Beige, да, я взяла. Я посмотрела, что он вроде бы такого нейтрального цвета и немножко с желтоватым пигментом. Кисточка мягкая, но она плоская, как лопаточка сделана. Консилер такой же по текстуре, как тональный крем. Они прям похожи. И он очень быстро засыхает. Консилер, видите, надо быстро наносить. Видите, как он сразу тоже выровнял вот это вот. Пока, мне кажется, все-таки синева немножко она проглядывается. Тоже такой кремообразный. Ну все, мне хватило этого, мне не надо даже ничего добавлять. Ну, прям свежачок сразу, как будто я спала полдня. И тоже консилер какой-то прям пока все это выглядит прям божественно. Давайте я поулыбаюсь. Надо, чтобы меня кто-то рассмешил. Сейчас посмотрим, как он. Что-то добивается, нет? Ну, пока нет, как бы я не старалась. Ну, конечно, сейчас я уже прям вижу, что можно было взять, может быть, даже потемнее. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. А, кстати, что насчет отпечатывания-то? А, ничего не отпечатывается. Аромат консилера, а у него другой. Она более приятная. А почему они разные? Ну, очень хорошо. Ну, прям мне нравится. Все, пошла и встретимся позже. Когда я его тестировала, я даже не могла подумать, что он такого качества. А я проходила 11 часов с ним. Смотрите, просто как все это осталось в таком очень приличном состоянии. Вообще, по-хорошему, у меня уже очень к вечеру сильно блестит лоб с другим тональным кремом. А с Эвелин, как оказалось, все в норме. Вот эту красноту он перекрыл на 2 часа. Надеяться на то, что тональный крем перекроет какую-то красноту очень сильную. Нет, он этого не сделает. Через 2 часа сразу после нанесения кожа начала немножечко жирниться и немножко подчеркнула сухость вот здесь, на лбу чуть-чуть. А вот это вот минус, конечно. Но не критично, то есть это вот прям под микроскопом видно. Еще для меня не критично, потому что я вижу вот конечный результат и хочу обратить внимание, насколько он, во-первых, нигде особо как-то не скатался или какие-то зоны остались тональным, какие-то нет. Он подпитался настолько равномерно, что я что-то давно уж такого не припомню. Если так можно выразиться, тональный крем, вот он как влитой. Естественный, хороший. С ним можно ходить спокойно целый день, не переживая, как выглядит ваше лицо в течение дня. Обычно у меня подбородок съедает тональный крем просто на раз. Здесь все очень в норме, достойно, особенно у меня к концу дня видна краснота, здесь никакой красноты нету, он не провалился в поры. Что касается сатинового финиша, Эвелин заявлял, что 24 часа сатиновая кожа. Действительно, вот эта сатиновая такая матовость осталась. Я хочу заметить, что тональный крем не окислился, посмотрите. То есть он не ушел ни в какую розовинку, или желтинку, или потемнел. Также мне в течение дня было очень комфортно его носить и быть с ним вместе. И цвет, кстати, очень хороший оказался. И в конце дня это прям редкость, когда мне нравится, как кожа моя выглядит. Я думаю, что он подойдет для любого типа кожи. Мне еще очень понравилось, что не было никакого эффекта маски. А сколько его во флаконе? Это не какой-то маленький тюбик. Его хватит тоже на долгое время. Ну а еще компоненты, ухаживающие за кожей, поднимают его просто на какую-то необычайную высоту. В общем, все в нем сложилось. Рекомендую? Да, конечно. Потому что он мне действительно очень понравился. Я очень люблю тональные крема, которые вот так вот делают такую естественную кожу. За такую цену, такое качество. Это еще нужно поискать. Удивил, покорил, обескуражил. Эвелин Wonder Match. Классный и очень недорогой тональный крем. Консилер. Здесь, вы знаете, у меня восторга меньше. Могу поставить ему твердую 4. Почему не 5? Пробегусь сначала по плюсам. Во-первых, к концу дня не забился мимические морщины.
А это очень здорово, очень редко можно найти консилер, который не будет забиваться в мимические морщины. По этому пункту ему как раз можно поставить 5. Кстати, с самого начала он тоже посягал на эту опцию, но резко исправился и разгладил кожу под глазами. Безусловно, он освежил лицо под глазами. С этим консилером я чувствовала целый день, что есть какое-то увлажнение. Нет сухости, супер матовости я не заметила, никакой плотности, тем более заявленного финиша 24 часа я не увидела. Он сохранился у меня на лице, но уже где-то на 30%. То есть 70% у меня куда-то убежало. Особо не стоит возлагать надежды на то, что он перекроет все вообще. И синеву, и очень активные темные круги. Если бы у меня не было этой синевы, которую мне нужно закрашивать, то я бы выбрала его. Он все равно очень хорошо к концу дня выглядит. Поэтому тоже очень смело вам рекомендую, если у вас есть какие-то, такие вот по степени, где-то что-то очень среднее, то, что нужно замазать. Если у вас что-то очень активное, какие-то очень темные круги, конечно, он с этим не справится. А что насчет цвета? Вы знаете, я бы в следующий раз взяла уже другой цвет. Я бы взяла цвет, уходящий в желтизну. А это оказался нейтральный цвет light beige, без особого какого-то подтона. Это очень достойно. И вообще, эти два продукта, они очень оказались достойные.